Всем добрый день! Сегодня расскажу вам о нескольких подкормках клематисов в июне месяце для бутонизации. Июнь – это вторая подкормка, когда начинают появляться бутоны, и от этой подкормки зависит то, как будет цвести ваш клематис. В этот период времени не забываем про азотсодержащие удобрения, а также калийно-фосфорные подкормки. Весной мы подкармливали наши клематисы доломитовой мукой, 200 граммов доломитовой муки на 10 литров воды, и также применяли азотсодержащие удобрения. Те, у кого кислая почва, а клематисы не любят кислую почву, то можно опять-таки пролить доломитовым молочком 200-300 граммов на 10 литров воды. Проливайте, но использовать, например, с аммиачной селитрой доломитовую муку нельзя. Через 5-7 дней должен быть перерыв между применением этих удобрений. Аммиачную селитру разбавляем в таком соотношении. 10 граммов достаточно будет развести в 10 литрах воды и хорошенечко пролить наше растение. Аммиачная селитра пополнит, так сказать, насытит наше растение азотом. Продается она в различных упаковках. Хорошо себя показало удобрение Фертика, о котором я уже однажды рассказывала. Это полный набор азота, фосфора, калия и также огромное количество различных микроэлементов. Хорошо себя показало также жидкое удобрение Флоровит, специально предназначенное для клематисов. Его я развожу необходимое количество в воде, оно очень легко применяется, перемешиваю и проливаю клематисы этим раствором. Можно использовать также на шатырь. Почва обогатится азотом, что очень хорошо скажется на ваших растениях. Не забываем также о калийно-фосфорных подкормках. Калийная селитра и также суперфосфат. Суперфосфат разводим в горячей воде, настаиваем, затем его процеживаем. И уже можно использовать. Также хорошо использовать скошенную траву, которой я заполняю бочку, заливаю водой, туда добавляю куриный помет или же коровяк, настаиваю несколько дней и затем процеживаю и развожу 1 к 20 или же 1 к 10. Вот так должен выглядеть готовый раствор. Также не забываем про внекорневые подкормки. Они очень важны. Растение получит необходимые питательные вещества уже через 5 часов после опрыскивания. Хорошо себя проявило такое удобрение, как акварин. Продается оно в различных упаковках также. Его достаточно 10-20 граммов на 10 литров воды. Растворин – полный набор удобрений, магний, микроэлементы, 25 граммов на 10 литров воды и опрыскать ваши растения. Прекрасным удобрением является мастер фирмы Валагра. Его также разводите по инструкции и используете это удобрение. Хорошо себя проявляют также дрожжи, 30 граммов дрожжей, 1 ведро скошенной травы и 5 ведер воды. Настаиваете 24 часа и используете в разведенном виде 1 к 5. Зола также прекрасное удобрение для растений. Настаиваете в горячей воде 24 часа, процеживаете и также опрыскиваете ваши растения. Янтарная кислота 5 таблеток разводите в 2-3 литрах воды и также опрыскиваете растения по листьям. Всем известная борная кислота. Ее достаточно 10 граммов на 10 литров воды. Прекрасно себя показала.
борная кислота для опрыскивания. И, конечно же, марганцево-кислый калий или же марганцовка. Делаете такой светлый раствор, также опрыскиваете ваши растения. Дело в том, что посаженные весной клематисы удобрять в этот период времени нет необходимости. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.